Приветствую, друзья! Пора уже нам поговорить о наушниках от достаточно известной компании LZ, в частности, о ее предфлагманской гибридной модели A4 Pro. Это у которой целых 4 типа основных фильтра, 3 типа дополнительных, плюс еще целый ящик амбушюр и какой-то супермодный кабель на 3,5 мм. Что сказать, это одна из старших моделей компании, на ней сегодня и остановимся. Поехали! Пришли наушники в небольшой по габаритам коробке с изображением героев обзора и полным перечнем технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим гибридную схему излучателей из одного динамика и 3 фирменных балансных арматур от Knowles, что суммарно дает импеданс, равный 26 Ом и чувствительность 112 дБ. В комплект нам положили инструкцию, круглый металлический бокс, коробочку с 3 видами амбушюр и специальную базу, в которой установлено 4 типа сменных фильтров, отвечающих за настройку всей кривой АЧХ, и 3 типа для тюнинга исключительно низких частот. То есть накрутить тут можно все, что душа пожелает. По насадкам же нас балуют так называемыми торнадо и 2 наборами классических силиконовых амбушюр. Вроде как в наборе еще должна быть отвертка, но у меня ее почему-то не было. Кабель выглядит очень солидно, гибкий, плетеный, с прозрачной бусиной и сопротивлением на каждой из жил равным 0,11 Ома. Это, напомню, просто сверх круто. Жалко, штекер здесь лишь на 3,5 мм. С таким кабелем хотелось бы что-то модульное. Но кабель отличный, тут не поспоришь. Сами чашечки выполнены из специальной смолы с отверстием для компенсации, направленным назад. Прямо в него вкручиваются маленькие фильтры. И небольшим звуководом, который сам по себе является основным видом фильтра. Ну и на просвет виден тот самый динамик с арматурными излучателями. На внешнюю же часть вынесли какой-то абстрактный рисунок с наименованием модели. Смотрятся наушники интересно, в ушах сидят удобно, да и звукоизоляция тут нормальная. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, допустимое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающие 93%. Все, что ниже единицы, превосходно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 77 и 97 миллисекундам без каких-либо значительных возмущений. По АЧХ же мы имеем разное в зависимости от того, что накрутили на наушники. Так низкие частоты при помощи фильтров сзади можно опустить на 2 дБ синим, поднять на 6 дБ черным или же поднять на 9 дБ красным. Любите звук поярче, вкручивайте синим. Мне же больше понравились с красным, обожаю басы. Далее черный, голубой и серебряный звуковод дают примерно схожую картину с немного отличающейся амплитудой на 2, 4, 8 и 10 кГц. Неоднозначно ведет себя только красный фильтр, дающий максимальный прогиб на середине, более пологое выделение области разборчивости и значительный пик на 10 кГц. Если кому любопытно, сделал еще один подход к измерениям, но уже с красными фильтрами на басу. Картина получилась плюс-минус та же самая. С графиками от производителя у меня все совпало просто восхитительно. Ну и по насадкам плюс-минус одинаково, с незначительным отличием. На торнадо тоже, как понимаете, можно слегка подкорректировать АЧХ. Сразу же сориентирую относительно звука по насадкам. С серыми амбушюрами он становится ярче и агрессивнее, с черными заметно мягче и вальяжнее, с торнадо нечто среднее, то есть достаточно натурально и при этом немного смягченно. Мне больше всего понравились черные торнадо. Пробовал также с КБР 07, с ними похоже на гибрид из черных и тех самых торнадо. По задним фильтрам все предельно просто, по вкусу выбираете нужное вам количество баса. Я, как видите, использую красного цвета. В случае же основных фильтров черные добавляют звучанию теплоты, тем самым слегка прибирая разборчивость и детали. Серебристые дают ровно такую же прорисовку, как синие, аналогичную резкость, но если синими звучание получается акустически точным, то серебряными как-то необычно. Но то, собственно, и понятно, поскольку пики чуть-чуть смещены. Те, кто ищет что-то эдакое, думаю, приметит их для себя. Я же отдал предпочтение синим. Впрочем, есть еще красные,
прекрасный, но там вообще, друзья, лютый кошмар. Звук становится ватным, глухим и совершенно неинтересным. Единственное, для чего их можно использовать, это что-то клубное, танцевальное, чтобы был только верх и низ. В иных случаях советую их оставить в базе. В плане звучания долго тестировал их в стоковом формате, то есть оба фильтра черные, мне, признаться, не особо нравилось. Наушники действительно с небольшим уклоном в яркость, и среднего уровня бас это дополнительно подчеркивал. Ну а черные звуководы это еще и смягчали. Прямо скажем, далеко не то, что я люблю. Когда же я начал эксперименты с фильтрами, то первым делом сбалансировал верх максимально возможным поднятием низких частот, что очень благотворно отразилось на всем частотном диапазоне. Верха потеряли эффект пересвеченности, а инструменты обрели нужный вес и выразительность. Ну и перебором нашел для себя еще и синие фильтры, которые дали максимально возможное разрешение, драйв и прозрачность. Не скажу, что баса здесь прямо много, зато он собранный, в меру глубокий, с уклоном в скорости текстуры. Впрочем, именно такой характер и нужен в компаньоны к арматурным излучателям, иначе спайка будет чувствоваться. А здесь словно звучит один какой-то супердрайвер. На нижней середине, как видно по графикам, особо акцента не делается, следовательно, ритм-партия будет слегка подсушена и также с уклоном в скорость и разборчивость, то есть без так называемого жирка или мяса. А вот вокал здесь прямо сверхвыразительный, максимально реалистичный, с какой-то сумасшедшей артикуляцией и передачей эмоций, как, собственно, и у всех лидирующих инструментов из этого же диапазона. Местами получается ярковато, от этого никуда не уйдешь, но это приятная, акустически оправданная яркость. Да и разнообразные тарелочки с шлейфами от струнных тут как на ладони. Причем без грязи, рези и сибилянтов. По источникам, на мой взгляд, имеет смысл выбирать что-то музыкальное. Четкость, драйв и детали тут и так превосходны. А вот легкий налет мелодичности может чуток усмирить яркость и обогатить звучание тем самым жирком и глубиной низких частот. Хотя лично мне понравились оба варианта. В одном была просто идеальная прозрачность, а во втором аналоговый налет и подчеркнутая выразительность. Тут больше вкусовой вопрос, что вам сейчас вот больше всего нравится. По стилистике наслушался в них джаза, соула, рока, разнообразной танцевальной и не очень электроники, фанка и, конечно же, всякого академического. Фортепиано и виолончель звучат здесь просто потрясающе. В оркестре все инструменты прекрасно спозиционированы, им хватает воздуха, великолепное ощущение пространства сцены в глубину и впечатляющая прорисовка инструментов даже вторичных планов. Если вы ценитель живых записей, уверен, вы однозначно это оцените. Сравнить же я их могу разве что со своими любимчиками Kenera Hodor. Уровень у них примерно один, только Kenera делают ставку на нижнюю часть диапазона, а LZ наоборот подчеркивают верха. В остальном же эти наушники слабо отличаются. Если вы любите глубокий бас, жирок на ритм-секции и тотальное погружение в материал, то ваш выбор Hodor. Ну а если цените четкость, драйв и разделение, то A4 Pro. С учетом выбранной мной конфигурации, естественно, это красный фильтр на задней части и синий на звуководе. Zeekril Dawn делает звук немного ближе, чуть мягче и не столь разборчивым на дальних планах. То есть, в принципе, можно предпочесть и их, но разница в цене напрямую отражается и в звучании. Я бы лично предпочел LZ. Итогом гибридные предфлагманские наушники LZ-A4 Pro без сомнения радуют своей посадкой, превосходным кабелем, целой кучей действительно хороших насадок в комплекте и возможностью тюнинговать звук под себя посредством множества разнообразных фильтров. Делать какие-то выводы по дефолтной настройке я бы, честно говоря, не рекомендовал, так как реально смог их оценить, только подобрав корректную для себя пару фильтров и максимально удобные амбушюры, после чего получил полнейший восторг, выслушивая буквально мельчайшие оттенки нюансов в сложных оркестровых и джазовых произведениях. В положительном смысле отмечу еще и старый добрый рок, а вот металлу на мой вкус недостает жирка на нижней середине, но тот тоже на вкус и цвет. Прекрасные наушники с очень реалистичным, точным и максимально прозрачным звучанием. С плюс-минус аналогами по цене они на том же самом уровне, ну а все, что подешевле, мгновенно и неоспоримо проигрывает. Причем сразу по целой цепочке параметров. Не сказать, что дешево, но очень круто, однозначно могу рекомендовать. А на этом у меня все. Это были наушники LZ-A4 Pro. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!